Николай Константинович Рерих. Картины, посвященные великим русским подвижникам Ярославу Мудрому и Сергию Радонежскому, были написаны в 30-е и 40-е годы XX века. Ярослав Мудрый. Не случайно этого великого князя-реформатора прозвали Мудрым, ибо уже с отрочества он проявил свою глубокую любовь к знаниям, книгам. Но это не сделало его книжным, слабохарактерным, негосударственным человеком. Напротив, широта его познаний и взглядов гармонично сочеталась с твердостью характера, здравомыслием, мужественностью и сильной волей. Сметливый в торговых делах, знакомый с ремеслами, он умело и мудро стал вести государственные дела. А Русь в ту пору очень нуждалась в сильной и мудрой руке, ибо была разрознена и погружена в духовную дремоту. Ярослав сумел разбудить даровитый русский народ, преодолеть всеобщую злобу, нетерпимость и неверие в благое намерение князя. Своей непоказной, а искренней и глубокой верой в Бога Ярослав утвердил идею о действенной Божьей помощи в благих делах. Через неустанный труд строительства земли русской, преодолевая огромные трудности, он зажег духовный огонь в сердцах людей, открыл души для нового и прекрасного. Ярый просветитель, он понимал, какое значение имеют грамотные люди, и потому всемирно способствовал распространению грамотности. По приказу Ярослава из других стран привозилось много книг и переводилось на славянский язык. Поэтому в период его правления грамотными были не только священники, бояре и купцы, но и ремесленные люди. Пустым и неповоротливым будет ум без устремления к книжной мудрости, а для имеющего большую власть надобен и большой ум, полагал он. Книги — суть реки, напояющие вселенную. Есть неисчетная глубина, вторил ему летописец. Особо обращал внимание Ярослав на всякое полезное и высокое творчество. Он всячески поощрял не только мастеровых, ремесленников, умельцев, но и зодчих, живописцев. Глубокий почитатель красоты в искусстве и зодчестве, он не жалел казны на строительство и украшение храмов, ибо понимал их значение, воздействие их творящего света и радости на века. Однако буйный нрав людей того времени показывал ему и оборотную сторону характера русичей, что часто требовало вмешательства Ярослава, отличавшегося качествами справедливости и милосердия. С одной стороны, он ценил простой люд, множество раз спасавший своим трудом и ратным подвигом Русь от набегов печенегов. Но с другой, он часто наблюдал в гуще народной жизни бесчинство и самосуд, часто неправый и жестокий. Ярослав видел острую необходимость в создании правдивых законов, которые бы защищали жизнь, честь и имущество людей. Так будет составлен свод законов, названный Ярославом «Русской правдой». «Следите за мыслями, здесь начало греха», — поучал Ярослав. «Грех есть зло великое, и предаваться ему значит быть врагом самому себе. Ищите пользу для себя
в пользе другим. Добрых людей узнаете по их делам. А умирая, Ярослав завещал своим сыновьям: любите друг друга. Если будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим. Так, широчайшая деятельность Ярослава Мудрого, строителя могущественной и единой державы, создала блестящую эпоху и поставила Русь впереди многих европейских стран. На картине мы видим Ярослава на фоне сияющего в лучах солнца собора Святой Софии. Ярослав в уединении размышляет и записывает первые строки русской правды. Много полотен художник посвятил образу преподобного Сергия Радонежского. Особой притягательной силой отличается облик этого святого. Как и у других подвижников, его Божье избранничество проявилось с первых лет жизни, а взросление все более раскрывало черты таящейся духовной чистоты и любви к Богу, целомудрия и терпения. Именно желание уйти от чести и славы этого мира и стремление к высшему служению привели его в глухую лесную чащу. Имея душу чуткую ко красоте, Сергий выбрал для пустынного жительства и место особенно прекрасное и величественное. И здесь, где он в уединении начал свое служение, со временем вырос монастырь, ставший средоточием духовной силы русского народа. Конечно, сила эта зиждилась на ее основателе, воплотившем лучшие качества человеческой души, сердечной теплоты и простоты, дара миротворения и утешения, дающего радость. Кроткий нравом и приветливый, мудрый наставник и заботливый отец, Сергий примером своей жизни учил иноков миролюбию и нелицемерной любви к Богу, трудолюбию и нестяжанию. Постепенно сюда, в обитель, стали идти за помощью и утешением миряне, от простолюдинов до князей. И скорбь, и плач, и стон — все находило сочувствие и понимание в сердце Сергия. Тихая речь преподобного имела огромное воздействие. Он как бы снимал с сознания обращающегося к нему человека пелену его тягостных мыслей и чувств. Будил совесть, и тот уходил освобожденный, просветленный и умиротворенный. Зримое и незримое влияние нравственного примера старца западало в сердца людей, давало им духовное ободрение и меняло строй их души. Так, в тяжкие годы монголо-татарского ига на Сергия легла задача нравственного воспитания народа и укрепления в нем веры в освобождение от векового порабощения и уныния. Поэтому уединение в пустынном месте не спасло Сергия от участия в делах государства, ибо именно перед ним стала трудная задача благословить князя Дмитрия на битву с полчищами Мамая. И отшельник, и миротворец Сергий, напомнив Дмитрию, что сначала должны быть использованы все мирные способы решения, совершает этот шаг, ибо князь должен, по убеждению Сергия, крепко стоять за своих подданных и душу свою за них положить,
и кровь свою пролить по образу самого Христа. По мнению историка Ключевского, Сергий показал народу русскому, что сила его в силе нравственной, и как бы тяжко ни было его унижение и падение, он соберет свои духовные силы и возродится, и воскреснет, и процветет. Непобедим дух, защищающий истину и жизнь. Это залог будущего возрождения, созидательного творчества, утверждающего красоту и добро. После смерти Сергия его дух не оставлял русскую землю без помощи. Сколько раз необычайные видения Сергия сопровождались спасением и его обители, и земли русской от нашествия вражеских. Магнит духа его уже 6 веков привлекает к себе потоки людей, идущих ко гробу преподобного. И спустя сотни лет облик Сергия незримо светит, давая одним утешение, другим укор, кого-то уча правде, а кого-то мужеству и вере. И наше время, полное всяких озлоблений и духовного обнищания, пройдет очищающим вихрем, и народ, вдохновленный героическим духом своего святителя, устремится к благому строительству и созиданию. Да поможет нам преподобный стать посильными пособниками ему в его неутомимых великих трудах, и зримых, и незримых, напишет Рерих.